Всем привет, это Папа Мама Влог, меня зовут Алена. Вы наверняка уже знаете, что мы отдыхаем в отеле Титаник Палас в Хургаде. И наверняка вы тоже знаете, что есть соседний отель, который называется Титаник Бич. Сейчас я вам покажу территорию отеля Титаник Бич, расскажу, что там интересного, что где находится, чтобы вы тоже могли это знать. На самом деле, проживая в Титаник Палас или в Титаник Бич, вы можете пользоваться территорией соседнего отеля без каких-либо ограничений. То есть вы спокойно можете завтракать, обедать и ужинать где хотите, ходить в а-ля карте куда хотите. То есть единственное, чем вы ограничены, это по сути вашим номером. Если ваш номер находится в Титаник Палас, то вы, соответственно, будете жить в Титаник Палас. Если в Титаник Бич, то в Титаник Бич. Но, по большому счету, пользоваться вы можете территориями двумя отеля, поэтому пойдемте посмотрим, что у нас там в Титаник Бич. Сейчас мы с вами идем из Титаник Палас по переходу в отель Титаник Бич. Покажу вам, что находится недалеко от зоны ресепшн, и сниму территорию самого отеля. Так что пойдемте, не переключайтесь. Смотрите, мы также начнем с зоны ресепшн, а потом пойдем дальше. Вот сюда вы приезжаете, когда вы заселяетесь в Титаник Бич. Здесь зона ресепшн и красивая лестница с красивой люстрой вниз к территории. Вокруг столы, можно посидеть, отдохнуть. Мы с вами к территории спустимся чуть попозже. Сначала пройдемся внутри. Здесь получается кофейня. Здесь варят кофе. Свежий, зерновой, вкусный кофе. Можно попить здесь. Здесь все та же самая зона лобби-бара, ресепшн, где можно взять напитки, отдохнуть по приезду. Вот здесь. Здесь, смотрите, есть Iced Tea. Вот стоят две таких штучки, да, вы самостоятельно можете себе налить. И получается, что в Титаник Палас вот такого чая именно самоналивного нет. Поэтому, если хотите, наливайте здесь. Вот всякие разные, это называется, кажется, слэши. То есть это холодный такой лёдонапиток. Здесь тоже продают ковры, как и в Титаник Палас. Вообще отели достаточно сильно похожи между собой, как по территории, да, так и по наполнению внутри, но разница, конечно, все равно немножко есть. Здесь, видите, потолок такой белый, он как бы кажется более новым, что ли, современным. Вот здесь вот есть шопинг, то, что я вам говорила, что можно зайти в Титаник Палас, да, это те же самые магазины. Эскалатор вниз спускает вас на территорию, а здесь все продолжение лобби-бара. Вечером, так же, как в Титаник Палас, здесь иногда играет живая музыка. В общем, отели весьма похожи. Но давайте мы с вами по эскалатору спустимся вниз. Как раз спускаясь вниз на эскалаторе, вы попадаете в зону ресторана. Там также ресторан с правой и с левой стороны от эскалатора, но здесь нет деления на два. Здесь как бы один общий ресторан, просто расставлено все более в разнобой, что ли, в разных местах. Еда такая же, как в Титаник Палас, в принципе. То есть, если в одном дают морепродукты, то во втором его тоже дают. Кушать вы можете и здесь. То есть, если считаете, что здесь меньше людей, вы можете прийти сюда и покушать. Здесь вам никто не запрещает. Вот. Также можно сесть на улице. И также готовят на улице. Отдельно еду снимать не буду, потому что она реально идентичная, поэтому в этом просто нет смысла. Итак, давайте посмотрим. Здесь тоже очень-очень-очень много разных бассейнов. Вот так вот оглянемся с вами чуть-чуть. Сейчас расскажу еще про рестораны и пойдем с вами дальше. Вот здесь, кстати, сладкая вата. Она тоже здесь стоит $3, но здесь обычно ее чаще покупают, поэтому есть вероятность, что здесь она просто свежее, новее, вкуснее, не знаю. А мы с вами пойдем по центральной аллее, чтобы с двух сторон сразу смотреть, что есть вокруг. Что касается бассейна, справа вода совсем холодная, слева потеплее, но тоже прохладная.
Ну, вообще, да, получается, что здесь теплый бассейн, это вот этот вот большой, немножко побольше, чем в Паласе. Надеюсь, вам слышно, очень сильно дует ветер. Смотрите, с этой стороны а-ля карт рестораны. Вот можно записаться в гриль и итальянский, они по предварительной записи, остальные без записи. Самурай и вот этот либанис, они не работали, когда вот мы здесь отдыхаем, да, но вроде как их должны открыть. Внизу монгольский ресторан, идентичный тому, что ну, как бы в Титаник Паласе. И там дальше китайский. Он тоже пока не работает, но вроде как готовится к открытию. Здесь видите такой же бар с такими же сиденьями, где можно взять напитки. Здесь бассейн уже с холодной водой. Вот, но лежаков много. В принципе, даже свободных много. Особенно около холодных бассейнов. Идем дальше. Сегодня очень-очень-очень сильный ветер. Вот, поэтому надеюсь, что ветрозащита справится. Вот здесь уже, видите, виднеется аквапарк. Аквапарк тоже у двух отелей общий, то есть спокойно можете пользоваться этим аквапарком, если проживаете на территории Титаник Бич. Надпись большими буквами «Титаник». Ну и вот вы, получается, выходите к тому же пирсу и к тому же морю. В принципе, это вся территория. Здесь вот есть еще один бассейник маленький. Вообще никого нет, поэтому, скорее всего, холодная вода. Вот, а так, на этом территория Титаник Бич заканчивается. Я, кстати, знаете, что еще хочу сказать? Вот вообще на ресепшн мы разговаривали по поводу двух отелей, Титаник Палас и Титаник Бич в России. Они продаются немножечко в разную цену. Титаник Палас немножко дороже, Титаник Бич немножко подешевле. Но на ресепшн говорят, что у них это, по сути, отели одного уровня. То есть у них нет такого, что Титаник Палас круче, а Титаник Бич, например, похуже. Поэтому теоретически, да, вы можете спокойно покупать путевки в Титаник Бич, если он у вас дешевле. А отдыхать вы можете хоть на той территории, хоть на другой территории, никто вам ничего не скажет. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо большое, что смотрели его до конца. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на наш канал, смотрите наши новые видео. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.